Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале о вязании. С вами я, Наталья Котова, и в этом видео я покажу вам, как связать комбинезон спицами. Связан он на возраст от 0 до 3 месяцев, но при желании вы сможете связать такой на любой размер. Для вязания мне потребовалось 5 моточков пряжи Gazal Baby Wool XL. Состав пряжи: 40% акрил, 20% кашемир и 40% мериносовая шерсть. В 50 граммах 100 метров. Цвет пряжи у меня номер 838 XL. Вязала я на круговых спицах номер 3,5 с длинной леской. Для вязания резинки также потребуются спицы номер 3 или 2,5. Также нам потребуются маркеры для вязания. Для начала я рекомендую вам связать образец основным узором. Образец стираем, сушим на ровной поверхности и измеряем свою плотность вязания. У меня в 10 сантиметрах 20 петель. Значит, в 1 сантиметре 2 петли. Комбинезон мы будем вязать от горловины. Для начала нам нужно знать обхват шеи ребенка. Можно посмотреть его вот по этой табличке. К обхвату шеи прибавляем 3 сантиметра на свободу облегания. У меня получается 25 сантиметров. Умножаем 25 сантиметров на плотность вязания. У меня получается 50 петель. Далее распределяем петли следующим образом. 8 петель у нас идут на реглан. Из 50 вычитаем 8, получается 42 петли. Делим эти 42 петли на 3 части. Получается 14 петель. По 14 петель у нас пойдут на перед и спинку, и 14 петель на 2 рукава, то есть по 7 петель на каждый рукав. Спереди у нас будут 2 полочки по 7 петель и планка, которая состоит из 6 петель. То есть по 3 петли нам нужно добавить слева и справа. Число петель на рукавах, спинке и полочках должно быть нечетным. Я добавлю по 1 петле на спинку и полочки. Получается, на рукавах у нас по 7 петель, 15 петель на спинке и 11 петель на полочках. Считаем, сколько всего петель нам нужно набрать. У меня получается 59 петель, плюс еще 2 кромочные. Итого 61 петля. Набираем на одну спицу петли самым обычным способом. Я набираю 61 петлю. Итак, я набрала 61 петлю. Самую первую петлю в первом ряду я провязываю лицевой. И далее в первом ряду провязываем все петли лицевыми. В первом ряду провязываем все петли лицевыми. Нам нужно будет провязать 8 рядов платочной вязкой. Последнюю петлю в первом ряду провязываем изнаночной. Второй ряд, первую кромочную петлю мы снимаем. И далее провязываем все петли лицевыми. Провязываем все петли, кроме последней, лицевыми.
Довязали ряд до конца и последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Вяжем третий ряд. Кромочную петлю мы снимаем. И далее провязываем все петли, кроме последней, лицевыми. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. И следующий четвертый ряд вяжем точно так же. Провяжите его самостоятельно. В пятом ряду мы с вами будем формировать отверстие для пуговицы. Итак, я провязала 4 ряда. И в пятом ряду в начале ряда я буду формировать отверстие для пуговицы. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 3 лицевых петли. Делаем накид. Вот таким образом. И продолжаем вязать в этом ряду все петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. И в следующем ряду также вяжем все петли лицевыми. Таким образом довязываем 5-й ряд и вяжем 6-й ряд до отверстия. Итак, в 6-м ряду мы довязали до накида. Провязываем лицевую петлю перед накидом. Далее накид провязываем лицевой петлей. Смотрите, у нас образовалось отверстие. Провязываем 3 лицевые петли. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. 7-й ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 3 лицевые петли. Вводим спицу вот таким образом в отверстие, снимая при этом следующую петлю со спицы. Далее набрасываем эту петлю на спицу и провязываем лицевой петлей. И далее продолжаем вязать лицевые петли. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Довяжите 7-й ряд до конца. В 8-м ряду нам нужно будет убавить 1 петлю. Я довязала почти до конца 8-й ряд. Над дырочкой у нас петелька и перед ней еще одна. И эти 2 петли мы провязываем вместе лицевой вот таким образом. И далее довязываем до конца ряда лицевые петли. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. И далее мы отметим регланные петли. Посмотрите, одна петля у нас кромочная. Далее отсчитываем 11 петель полочки. И следующие 2 петли реглана отмечаем маркерами. Далее отсчитываем 7 петель рукава. И 2 петли реглана отмечаем маркерами. Далее у нас идут 15 петель спинки. И 2 регланные петли мы отмечаем маркерами. Отсчитываем 7 петель для второго рукава. И 2 петли реглана отмечаем маркерами. И у нас остается 11 петель и 1 кромочная. Вяжем 9-й ряд. Первую кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 6 лицевых петель планки. Давайте планку тоже отметим маркером. И далее вяжем узор. Вяжем 1 изнаночную петлю, 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую и 1 изнаночную. Довязали до маркера. В лицевых рядах мы будем выполнять прибавки. Накидываем протяжку на спицу вот таким образом и провязываем эту петлю скрещенной лицевой петлей. Вяжем ее за переднюю стенку. Перекидываем маркер. Провязываем 2 петли реглана лицевыми петлями. Перекидываем маркер.
Накидываем вторую протяжку на спицу вот таким образом и провязываем эту петлю скрещенной лицевой петлей. Вяжем ее за заднюю стенку. И далее вяжем узор. Провязываем одну изнаночную петлю, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую и одну изнаночную. Далее накидываем протяжку на спицу и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. Перекидываем маркер. Провязываем 2 петли реглана лицевыми петлями. Перекидываем второй маркер. Накидываем протяжку на спицу и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. И далее вяжем узор точно так же, начиная с изнаночной петли, чередуем и провязываем одну изнаночную, одну лицевую. Вяжем одну изнаночную и одну лицевую. Провязываем таким образом петли спинки. Итак, я довязала петли спинки до маркера. Далее поднимаем спереди протяжку, накидываем ее на левую спицу и провязываем скрещенной лицевой петлей. Провязываем 2 лицевые петли реглана. Подхватываем следующую протяжку. Посмотрите, здесь я ее подхватываю не спереди, а уже сзади. Накидываем на спицу и уже за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенной петлей. И далее продолжаем вязание по узору. Вяжем одну изнаночную петлю, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую и одну изнаночную. Снова поднимаем спереди протяжку, накидываем на левую спицу и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. Перебрасываем маркер, провязываем 2 лицевые петли, снова перебрасываем маркер, подхватываем протяжку сзади, накидываем на спицу и провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной петлей. И далее вяжем по узору, провязываем одну изнаночную петлю, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую и одну изнаночную. И у нас остается 6 петель планки, 1 кромочная петля. Давайте отметим планку маркером. Далее провязываем 6 лицевых петель. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Следующий ряд, первую кромочную петлю снимаем, провязываем 6 лицевых петель планки, перекидываем маркер и далее второй ряд нашего узора мы вяжем по рисунку. Провязываем одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую и одну изнаночную. Перекидываем маркер, провязываем 2 регланные петли изнаночными, перекидываем маркер и вяжем по рисунку. Провязываем одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, изнаночную, лицевую и изнаночную.
Перекидываем маркер, провязываем 2 изнаночные петли реглана, перекидываем маркер и продолжаем вязать по рисунку. Чередуем одну изнаночную и одну лицевую. Таким образом, по рисунку довяжите этот ряд до конца, провязывая регланные петли изнаночными. Довязали этот ряд до планки. И далее мы провязываем 6 лицевых петель. И кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Далее переворачиваем вязание, вяжем следующий ряд. Первую петлю мы снимаем. Далее провязываем 6 лицевых петель планки. Перекидываем маркер и вяжем третий ряд узора. В третьем ряду у нас все петли вяжутся лицевыми. Провязываем все петли лицевыми. В этом ряду мы будем выполнять прибавки в регланных петлях. Итак, довязали до маркера. Поднимаем протяжку, накидываем на левую спицу и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. Далее перекидываем маркер, провязываем 2 петли реглана лицевыми петлями. Снова перекидываем маркер, поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей за заднюю стенку. И далее продолжаем вязать все петли лицевыми. В третьем ряду мы провязываем все петли лицевыми. Итак, мы довязали до маркера, поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей за переднюю стенку. Перебрасываем маркер, провязываем 2 лицевые петли реглана, снова перебрасываем маркер, поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей за заднюю стенку. И далее продолжаем вязать все петли лицевыми. Таким образом, довяжите этот ряд до конца самостоятельно, выполняя прибавления в регланных петлях. Петли планки также провяжите лицевыми и последнюю петлю провязываем изнаночной. Следующий ряд, кромочную петлю мы снимаем. Провязываем 6 лицевых петель планки. Перекидываем маркер и далее вяжем 4-й ряд узора. В этом ряду мы также провязываем все петли лицевыми. Довязали до маркера и далее 2 регланные петли мы провязываем изнаночными петлями. И далее продолжаем вязать все петли лицевыми. Таким образом, довяжите этот ряд до конца самостоятельно, провязывая все петли лицевыми. Регланные петли в этом ряду мы провязываем изнаночными. Петли планки мы также провязываем лицевыми петлями и последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Раппорт нашего узора в высоту составляет 4 ряда. То есть следующий ряд мы вяжем как первый ряд узора. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 6 лицевых петель планки.
Перекидываем маркер и приступаем к вязанию узора. Вяжем одну изнаночную петлю, одну лицевую. Одну изнаночную, одну лицевую. Одну изнаночную, одну лицевую и одну изнаночную. И далее выполняем прибавление в регланных петлях. Поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. Перекидываем маркер, провязываем 2 петли реглана лицевыми петлями. Перекидываем второй маркер. Поднимаем протяжку сзади и провязываем петлю скрещенной лицевой петлей. И далее продолжаем вязание по узору. Провязываем одну петлю изнаночную и одну лицевую. Вяжем одну изнаночную и одну лицевую. Одну изнаночную, одну лицевую. То есть вяжем этот ряд точно так же, как мы вязали с вами первый ряд узора. Не забываем выполнять прибавки в регланных петлях. И далее мы продолжаем вязать точно так же. Мы повторяем ряды узора с 1 по 4. И таким образом, выполняя прибавки в лицевых рядах, мы вяжем до тех пор, пока не достигнем нужной нам длины линии реглана. Отверстия для пуговиц я вязала через каждые 24 ряда. При желании их можно вязать через каждые 20 рядов. Смотрите, как вам больше нравится. Посмотрите, я провязала 9 раппортов узора. От начала вязания это 44 ряда, то есть 8 рядов платочной вязкой и 36 рядов узором. Длина регланной линии у меня сейчас 12 сантиметров. Проверяем ширину спинки. У меня она получилась около 25 сантиметров. Можно еще посчитать ширину спинки с учетом плотности вязания. По спинке у меня получилось 51 петля, плюс добавится 2 петли реглана, итого будет 53 петли. 53 разделим на плотность вязания, получается 26,5 сантиметров. Ориентируемся на обхват груди, живота или бедер ребенка. Берем больший размер, добавляем 4 или 6 сантиметров на свободу облегания и смотрим, что получается. Мне этой ширины спинки будет достаточно. Если у вас мало, то можно будет связать дополнительно петли подрезов или немного удлинить регланную линию, провязав еще несколько рядов. Давайте расскажу, что у меня получилось по петлям. У меня 30 петель полочки, из них 1 кромочная и 6 петель планки. Далее 2 петли реглана, 43 петли рукава, 2 петли реглана, 51 петля спинки, 2 петли реглана, 43 петли рукава, 2 петли реглана и 30 петель полочки. Далее мы с вами свяжем азиатский росток, который вяжется только по спинке. Начинаем вязать следующий ряд по узору. Первую кромочную петлю снимаем, провязываем 6 лицевых петель планки, и далее вяжем по узору, провязываем 1 изнаночную петлю и 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. Таким образом мы провязываем петли полочки до первого маркера. Итак, мы довязали до маркера. Убираем маркер. Здесь мы прибавления уже не делаем. Провязываем 1 петлю реглана лицевой петлей. Далее мы будем снимать петли рукава на дополнительную нить. Основную нить мы при этом не обрезаем. С помощью иголки с ниткой мы снимаем петли рукава. Вот таким образом.
Итак, я пересняла все петли, завязала ниточку на узелок. И далее мы приступаем к вязанию ростка. Росток мы будем вязать по спинке. Для этого мы прикрепляем нить, например, от середины мотка, либо берем новую нить от второго клубка. Провязываем петлю реглана лицевой петлей. Убираем маркер. И далее продолжаем вязать петли спинки по узору. Далее по узору у нас идет изнаночная петля. Следующая петля лицевая. И таким образом мы провязываем петли спинки, провязываем одну изнаночную петлю и одну лицевую. Одну изнаночную и одну лицевую. Вяжем таким образом до маркера. Довязали до маркера. Никаких прибавок мы не делаем. Провязываем одну регланную петлю лицевой петлей. Далее мы вязание разворачиваем. Первую кромочную петлю мы снимаем. И далее продолжаем вязать второй ряд по рисунку. Провязываем одну лицевую петлю и одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Вяжем таким образом по рисунку до конца ряда. Довязали ряд до конца, кромочную петлю провязали изнаночной петлей. Далее вязание разворачиваем и приступаем к вязанию третьего ряда узора. Первую кромочную петлю мы снимаем и далее провязываем все петли лицевыми. В третьем ряду узора мы провязываем все петли лицевыми. Вяжем так до конца ряда. Сейчас мы провязываем только петли спинки. После того, когда вяжете этот ряд до конца, точно так же переверните вязание и в следующем ряду тоже провяжите все петли лицевыми. То есть по спинке мы должны провязать 4 ряда ростка. Для малышей этого достаточно. Я провязала по спинке 4 ряда и далее ниточку можно обрезать. Если вам нужен росток побольше, то провяжите еще 4 ряда. Число рядов ростка должно быть кратно 4. Возвращаемся к нашей полочке. Петли подреза мне не нужны, но для того, чтобы узор не нарушался, одну петлю мне все-таки нужно будет связать. Если у вас получилась недостаточная ширина спинки, то свяжите большее число петель для подрезов. Главное, чтобы их было нечетное число. Итак, мы набираем одну петлю для подреза вот таким образом. И далее продолжаем вязание по узору. Провязываем одну лицевую петлю и одну изнаночную. Одну лицевую и одну изнаночную. Провязываем таким образом по узору петли спинки. После того, как мы провязали петли спинки, мы точно так же снимаем на дополнительную нить петли рукава.
Посмотрите, вот что у меня получилось. После этого также набираем одну петлю для подреза. И переходим к вязанию полочки. Провязываем регланную петлю лицевой. И далее продолжаем вязание по узору. Следующую петлю провязываем изнаночной. Далее вяжем одну лицевую, одну изнаночную. Одну лицевую и одну изнаночную. Вяжем так до петель планки. Петли планки мы провязываем лицевыми петлями и одну кромочную петлю провязываем изнаночной. И далее мы продолжаем вязать точно так же. Переворачиваем вязание, первую кромочную петлю мы снимаем, провязываем 6 лицевых петель планки. И затем второй ряд узора у нас вяжется по рисунку. Провязываем одну лицевую петлю, одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Таким образом мы продолжаем вязание. Посмотрите, я провязала петли полочки, довязала до петли подреза. Провязываем эту петлю лицевой петлей по рисунку. Петлю подреза я провязываю лицевой петлей за переднюю стенку. И далее продолжаем вязание по рисунку. Вяжем одну изнаночную, одну лицевую. Одну изнаночную, одну лицевую. Вяжем одну изнаночную и одну лицевую. И далее мы продолжаем вязание точно так же. То есть в третьем ряду мы провязываем все петли лицевыми. И в четвертом ряду мы также провязываем все петли лицевыми. Таким образом, повторяя 4 ряда раппорта узора, мы вяжем комбинезон до нужной нам длины. От выреза горловины у меня получилось 28 сантиметров. После того, как мы соединили вязание в круг, я провязала еще 11 раппортов и еще 2 ряда 12 раппорта. От начала вязания у меня связано 90 рядов, если считать по полочкам. На спинке у нас на 4 ряда больше. И далее мы будем соединять петли планок. Смотрим, чтобы планка с отверстиями для пуговиц у нас располагалась сверху, а петли второй планки переносим на дополнительную спицу. Посмотрите, я перенесла 7 петель планки на дополнительную спицу. И далее мы провязываем петли с двух спиц вместе лицевыми петлями. Вяжем вот таким образом. Итак, мы сшили петли планки, снимаем маркер и далее мы будем вязать уже по кругу. Так как 2 ряда раппорта у нас уже провязаны, в следующем ряду мы провязываем все петли лицевыми. Довязали до конца ряда, до начала нашей планки. Здесь можете маркером отметить начало ряда. И так как теперь мы вяжем не поворотными рядами, а по кругу, то 4-й ряд узора у нас изменится. В этом ряду мы провязываем все петли изнаночными.
И далее мы вяжем точно так же, повторяя 4 ряда раппорта узора. 2 ряда мы чередуем лицевые и изнаночные по рисунку. В третьем ряду провязываем все петли лицевыми. В четвертом ряду вяжем все петли изнаночными. Таким образом я провяжу еще 3 полных раппорта и еще 2 ряда четвертого раппорта. От начала вязания у меня провязано 106 рядов. И далее мы будем вязать ластовицу. Вот у меня начало ряда. Далее у нас было 7 петель планки. Среднюю, то есть четвертую петлю мы отмечаем маркерами. Находим центральную петлю с другой стороны и также отмечаем ее маркерами. У меня в ряду 110 петель. 2 петли я отметила для ластовицы. И получается, что между маркерами у меня по 54 петли. 2 ряда раппорта у меня провязаны. В следующем ряду мы вяжем все петли лицевыми, выполняя прибавки для ластовицы. Прибавки мы выполняем точно так же, как по линии реглана. Итак, провязываем 3 лицевые петли. Переносим маркер. Далее поднимаем протяжку и провязываем ее за переднюю стенку скрещенной лицевой петлей. Провязываем одну лицевую петлю. Далее поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей за заднюю стенку. Перекидываем маркер и продолжаем вязать все петли лицевыми до следующего маркера. Довязали до маркера, и здесь мы выполняем прибавки точно так же. Переносим маркер, поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. Следующую петлю провязываем лицевой. Далее поднимаем протяжку и провязываем ее скрещенной лицевой петлей. И переносим второй маркер. И далее продолжаем вязать до конца ряда лицевые петли. Довязали ряд до конца. В следующем ряду мы вяжем все петли изнаночными. Петли ластовицы, которые отмечены маркерами, мы провязываем лицевыми. Прибавки мы в этом ряду не делаем. Вяжем так до конца ряда, провязывая все петли изнаночными. И 3 петли ластовицы провязываем лицевыми. Довязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем по узору. Провязываем одну лицевую петлю, одну изнаночную и одну лицевую. Далее переносим маркер и выполняем прибавление из протяжки точно так же. Прибавки мы будем делать в каждом втором ряду до тех пор, пока на ластовице не будет 7 петель. Итак, мы выполнили прибавки и далее вяжем по узору. Провязываем одну лицевую петлю, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. Вяжем так до маркера.
И точно так же выполняем прибавление с другой стороны. И далее продолжаем вязать по узору. Здесь у нас сначала идет 1 изнаночная петля, затем 1 лицевая. Вяжем 1 изнаночную, 1 лицевую. Вяжем так до конца ряда. Таким образом нам нужно провязать до тех пор, когда между маркерами у нас будет 7 петель. То есть довязываем этот ряд до конца и вяжем еще 3 ряда. Вот что у меня получилось. Далее нам нужно разделить штанины. Маркер я открепляю, провязываю 3 петли по узору, 1 лицевая, 1 изнаночная и 1 лицевая. Далее нам нужно снять петли ластовицы на дополнительную нить, или я снимаю их на булавку. Пересняли 7 петель. Далее берем нить от нового клубка и приступаем к вязанию первой штанины. Я буду вязать 2 штанины сразу способом Magic Loop. Если вам удобно вязать их по отдельности, то вяжите их раздельно. Здесь оставьте конец нити подлиннее. Этой нитью мы потом будем сшивать ластовицу. Прикрепляем нить и вяжем по узору. У меня сначала идет 1 лицевая петля, затем 1 изнаночная. Вяжем 1 лицевую петлю и 1 изнаночную. Вяжем так до маркера. Довязали до маркера. Нить оставляем за работой. И далее переснимаем петли ластовицы на вторую булавку. Маркер мы убираем. И второй нитью мы продолжаем вязать вторую штанину. Здесь по узору у меня идет сначала 1 изнаночная петля, затем 1 лицевая. Ниточку хорошенько подтягиваем и вяжем по узору. Провязываем 1 изнаночную петлю, 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. Довязали эту штанину, нить откладываем за работой и далее вяжем другую штанину ранее отложенной нитью.
Второй ряд вяжем по рисунку. Провязываем одну лицевую петлю, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. И так до конца этой штанины. Закончили мы изнаночной петлей, откладываем нить, берем другую нить и вяжем вторую штанину. Начинаем с изнаночной петли. Вяжем одну изнаночную петлю, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую. Довязали до конца штанину, переходим на другую и в следующем ряду мы провязываем все петли лицевыми. Провязали одну штанину и вяжем вторую, провязывая все петли лицевыми. В следующем ряду мы провязываем все петли изнаночными. И таким образом мы продолжаем вязание, повторяя 4 ряда раппорта узора и провязывая сразу 2 штанины. Самостоятельно провяжите 2 штанины на нужную вам длину. Я провязала 10 раппортов или 13 сантиметров от ластовицы. Далее нам нужно выполнить убавление и связать резинку. Мы переходим на спицы меньшего размера. У меня это спица номер 3. И следующий ряд вяжем таким образом. Провязываем одну лицевую петлю. Далее переворачиваем 2 петли. И провязываем эти 2 петли вместе изнаночной за переднюю стенку. Вяжем одну лицевую петлю. Далее переворачиваем 2 петли. И провязываем их вместе изнаночной. Вяжем одну лицевую петлю, далее переворачиваем 2 петли и провязываем их вместе изнаночной. Итак, я провязала 2 штанины. И в следующем ряду мы вяжем резинку 1 на 1 по рисунку. Вяжем одну лицевую петлю и одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. И таким образом мы продолжаем вязать все остальные ряды. Высота резинки должна получиться примерно 5 или 6 сантиметров.
Я провязала 14 рядов. И далее покажу вам, как закрыть петли. Я закрываю петли обычным способом. Провязываем лицевую петлю. Далее провязываем изнаночную и протягиваем ее через провязанную лицевую. Провязываем лицевую петлю и протягиваем ее через предыдущую петлю. Провязываем изнаночную и протягиваем ее через петлю. И таким образом мы продолжаем закрывать петли. Закрыли петли одной штанины. Нить обрезаем и протягиваем конец нити через оставшуюся петлю. Край потом выровняется, когда мы будем прятать нить. И точно таким же способом мы закрываем петли второй штанины. Далее мы приступаем к вязанию рукавов. Переносим петли с дополнительной нити на спицу. Посмотрите, я уже перенесла их. Берем новую нить и начинаем поднимать петли. Смотрим, чтобы не было дырочек. 2 петли я подняла на одну спицу. Здесь у нас будет начало ряда. Далее вытягиваю эту спицу и поднимаю петли дальше. Со стороны спинки я поднимаю 5 петель. Старайтесь вводить спицу таким образом, чтобы не было больших дырочек. Подняли все петли и начинаем вязать ряд по узору. У меня он начинается с лицевой петли. Вяжем одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Там, где мы поднимали петли, вяжем также по узору. 2 петли я уже провязала и вяжу следующий ряд по рисунку. 1 изнаночная, 1 лицевая. Если получаются большие дырочки, то провязывайте петли скрещенными. Второй ряд мы вяжем по рисунку, провязывая над изнаночной петлей изнаночную, над лицевой петлей лицевую. Связали второй ряд, и в третьем ряду у нас все петли вяжутся лицевыми. В начале и в конце ряда мы выполним убавление. В начале ряда мы провязываем 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо. Вяжем их за переднюю стенку. Вот таким образом. Далее провязываем все петли лицевыми. В конце ряда не провязывайте последние 2 петли.
У нас осталось 2 петли. Последнюю лицевую петлю нам нужно развернуть. И далее мы провязываем 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном влево. Вяжем их за заднюю стенку. В следующем ряду мы провязываем все петли изнаночными. И далее мы продолжаем вязание, повторяя 4 ряда нашего раппорта. Убавлений я больше не делала. Если вам нужно сделать больше убавок, то вяжите их аналогично в каждом 4-м ряду, где все петли вяжутся лицевыми. После убавок у меня следующий ряд начинается с лицевой петли. Следите за узором. После того, как вы свяжете рукав нужной вам длины, перейдите на спицы меньшего размера и свяжите один ряд с убавлениями, как мы вязали на штанишках. И далее свяжите резинку. Длина рукава вместе с резинкой у меня получилась 13 сантиметров. Второй рукав вяжется точно так же. И далее нам нужно сшить петли ластовицы. Сшивать мы будем с помощью иглы трикотажным швом, петля в петлю. Переснимаем петли с булавки на спицы. Итак, я уже вдела нить в иглу. Вводим иглу в петлю на полотне сверху вниз. И затем в первую петлю снизу вверх. Вот таким образом. Точно так же на второй стороне вводим иглу в петлю на полотне сверху вниз. И затем в петлю на второй спице снизу вверх. Далее снимаем петлю с первой спицы и вводим иглу в эту петлю сверху вниз. И далее в следующую петлю снизу вверх. Снимаем петлю со второй спицы и вводим иглу в нее сверху вниз. Затем в следующую петлю снизу вверх. И таким образом продолжаем сшивать все петли ластовицы. Снимаем петлю с первой спицы, вводим иглу в нее сверху вниз. Затем в следующую петлю снизу вверх. Снимаем петлю со второй спицы и вводим иглу в эту петлю сверху вниз. Затем в следующую петлю снизу вверх. После того, как на спицах осталось 2 петли, снимаем петлю с первой спицы и вводим иглу в нее сверху вниз. Далее вводим иглу в петлю на полотне снизу вверх. И также на второй спице сверху вниз и в петлю на полотне. Аккуратно сшейте оставшуюся дырочку и конец нити спрячьте с изнаночной стороны в вязание. Вот такой комбинезон у меня получился. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч на моем канале.